География моего авантюрного замысла была грандиозной. От высоких Балкан до 3 островов Средиземного моря. Сука. Ой, олень! Но с самого начала были тревожные звонки, на которые я не обращал внимания. Ой, ты маленькая. Сейчас, оглядываясь, я понимаю, все это было уроком. Ну ты б даешь! Куда ты б заехал? Главное в пути не пройденное расстояние, а решимость дойти до горизонта. Но обо всем этом по порядку. Я направлялся к Дурмитору, городу Жебляк, который является его горным центром. Я, конечно, не уверен, что тут кто-то ездит. Я решил так проехать. Путь Святого Якова, Панорамик Роуд, Дурмитор, прямо. Едем! Скажите, кто-нибудь ездил вот так по этому национальному парку? Или стандартными дорогами? Оказывается, тут можно не только эндуро-мотоциклом ехать, а и таким вот. Блин, какая красота! Просто в лесу! Обалдеть! Природный парк Пива – один из самых малонаселенных регионов Черногории. Здесь всего проживает 450 человек. Здесь почти нет суеты, только горы, каньоны и ощущение настоящего покоя. Но эта дорога, она идеальная. Это 100% дорога номер 1. Панорамик Роуд. И чтобы вы понимали, вот длина вот этой дороги почти 100 километров. Национальный парк Пива. Находясь буквально рядом с национальным парком Дурмитор, он по-прежнему остается менее туристическим и более диким. Так вот тут выезжаешь и просто тупо охреневаешь от вот этого всего. Такое впечатление, что это вот море какое-то. Друзья, я реально кайфанул. Здесь есть очень одно интересное место. На западной стороне скрывается каньон Сушица, один из самых красивых и диких в Черногории. Друзья, это пипец. Офигеть! Посмотрите на него! Глубина каньона достигает сотен метров, а его склоны обрываются почти вертикально, создавая ощущение полной изоляции. Этот каньон называют скрытой стороной Дурмитора. Он часто остается в тени более известной локации. Бывает. Именно туда, на самое дно этого каньона, мне придется спуститься. Ворота на дно каньона. А он реально крутой, и он входит в каталог самых глубоких каньонов мира. Тут даже отбойников нету. Просто нет ничего. Ого, какой тут подъем. Это капец. И лежит асфальт. Навигация пишет грунтовая дорога. Да, когда-то она была грунтовая, но реально сейчас это асфальт. Вы посмотрите на вот это все. Просто капец. Идущая по дну каньона река Сушица большую часть года пересыхает. Сейчас это не озеро, а большой-большой зеленый луг.
Это не грунтовая, это балконная дорога. Блин, она офигенная. Тут по-другому никак, потому что тут посмотрите, что творится. Я переехал с той стороны. Я сначала с глубины каньона поднялся на гору. Потом спустился на дно каньона. И опять поднялся. И это все по асфальтированной дороге. Вот так вот. Вот такой вот он, национальный парк Пиво Дормитон. Эти два национальных парка переходят один в другой. Знаете, еще вот что добавляет какой-то силы, какой-то энергии, это вот когда ты едешь, и погода этому способствует. Потому что сейчас на улице 17 градусов. Здесь уже особо ветра нету. И ехать просто реально в кайф. Здесь есть не менее впечатляющее место. Это каньон Тары. Его протяженность около 80 километров. По глубине он уступает только Гранд-каньону в США, оставаясь одним из самых масштабных каньонов Европы. Отбойников нету нигде, поэтому тут надо быть очень-очень аккуратным. Посмотрите на вот эту красоту, друзья. Это что-то! Я добрался до ворот Дурмитора. Это горнолыжный курорт и город Джабляк. Здесь, в самом сердце горного массива, на высоте 1400 метров, начинается совсем другая реальность. Вот такой тут горнолыжный курорт. Ну, они не видели нашу Буковель. Пять шестерок. Охереть. Поиск ночлега не составил большого труда, и цены не были заоблачными. You have one room of one night. How much? 27. Okay. Okay. Beautiful. За 27 евро. Это и есть то место, что нужно именно сейчас. Я просыпаюсь вместе с этим утром. Свежий воздух, горы и ощущение, что впереди что-то большее, чем просто дорога. Собираемся в путь. Сегодня мой путь лежит в Дурмитор. Место, о котором говорят как о чем-то нереальном. Я хочу увидеть его своими глазами, почувствовать масштаб, тишину и силу этих гор. Наслаждаемся вот такими видами. Сейчас я двигался к самой высокой точке дороги в Дурмиторе. Эта дорога теряется среди скал, словно ведет не вперед,
а вглубь этой суровой красоты. Посмотрите вот туда вниз. Очень рекомендую проехать по вот этой дороге. Здесь на высоте более 2000 метров кажется, что все привычное осталось где-то внизу. Но реалии нашей жизни никто не отменял. Вход платный? 2 евро, блин. 5 евро. 5 евро? Why? Если. Друзья, вот чтобы сюда не платить 5 евро, приезжайте ночью. Тысячу 907 метров. Седло — это не просто перевал. Это место, где дорога на мгновение становится частью неба. И дорога, конечно, интереснейшая. Ого! Вот так вот она вниз, 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 вниз. И сейчас мы где-то будем подъезжать к одному очень интересному туннелю. Впереди узкие ущелья и дороги, будто вырезанные в скале. И тот самый проход, который называется глоткой дракона. И кажется, что за ним начинается совсем другая реальность. Это неописуемо. Это просто красота. Дорога Р-14 — это не просто маршрут, это испытание, вырубанное в камне. Это узкая извилистая дорога с туннелями, которая появляется прямо из-за поворота. Вот оно, горло дракона. В какой-то момент кажется, что гора тебя проглатывает. Здесь не до эмоций. Остается только концентрация и легкое, почти незаметное чувство страха. Очередной туннель. Ты не знаешь, что тебя ждет за следующим поворотом. И именно эта неизвестность держит тебя в напряжении до самого выхода. О, мотоциклисты. Здесь ты не думаешь. Здесь просто едешь. И только вырвавшись наружу, ты понимаешь, ты прошел ее. Вау. Мы едем в сторону Будвы и в сторону Которского залива. Едем на знаменитый Которский серпантин. Ох, нифига себе, вообще ничего не видно, блин. Надо его обогнать, этот автобус. Блин, я не могу за ним ехать, брат. Пропусти меня, пожалуйста. Спасибо, блин. Капец, капец.
Чем дальше я ехал, тем меньше это было похоже на дорогу. Ремонт, пыль, разбитый асфальт. И вопрос в голове: куда я вообще попал? Я весь в песке. Вот в такие моменты ощущаешь всю пыль дорог. Мой маленький может проехать везде, и чудик за этим наблюдает. А ты, малыш мой хороший, молодец. В своих 67 тысяч ты просто красавчик. Я снова ушел в какие-то горы. Я решил проехать вдоль вот этого уникального озера. Посмотрите на цвет его воды. Слушайте, я вообще не понимаю, у них море такого цвета, здесь вода такого цвета. Блин, на нашу как-то ее подкрашивают чем-то, что ли. Ладно, сейчас где-нибудь вот там в тенечке, я думаю, найдем место, чтобы остановиться. И потом вот так горами и поедем. Тогда я еще не знал, что на том берегу меня ждет встреча с удивительными людьми. Они расспросили меня обо всем. Они накормили меня. И эта случайная остановка станет еще одной историей в пути. Thank you. Таких встреч было немало. Встречаешь мотоциклистов, общаешься с ними. Ты понимаешь, что ты не один в этом мире. А skąd pan z Polski? Wrocław? Moje dzieci mieszkają w Krakowie. 6 дней już езжу и еще, может, не видел. Просто капец, люди, вот я остановился, меня накормили, блин, ну, очень приятно. Именно такие встречи делают дорогу по-настоящему живой. Вот в этом и есть определенный кайф, когда ты едешь по глубинке. Ты действительно общаешься с какими-то людьми, они там спрашивают что-то. Естественно, спрашивают, когда уже закончится эта война. Не знаю ответ на этот вопрос. Ответ у меня один. Мир наступит только тогда, когда не станет того, кто начал эту войну. Дорога, блин, кайфовая. И, друзья, вот там на горизонте я уже вижу море. Мы сейчас пытаемся подняться на гору, откуда открывается потрясающий вид на побережье Адриатического моря. Мне вот туда вот надо подняться. Hello. Hello, please enter National Park. Ticket 3 euro per person. Okay. Card. Yeah? Thank you. Офигеть. Там стоит мавзолей. Вон тот мавзолей, куда я хочу подняться. Это самый высокий мавзолей в Европе. Расположен на высоте 1600 метров. Путь к нему – это еще то испытание. Нужно пройти каменный коридор и 460 ступеней. Здесь захоронен Петр II Петрович Негоша. Это не только правитель, это последний духовный лидер, один из самых знаменитых людей Черногории.
Внутри установлена 20-тонная статуя правителя. Крыша мавзолея покрыта золотом. Саркофаг с мощами находится на нижнем этаже. Здесь открывается одна из самых сильных и впечатляющих точек Черногории. Место, где история, высота и тишина сходятся воедино. Можно, конечно, было бы сократить формат, вот так вот сейчас прямо поехать на Будву, но это не мой формат. Я хочу проехать по знаменитому Которскому серпантину, который насчитывает 25 крутых шпилек. Это реально шнурки Монтерье, которые я проезжал во Франции. Подниматься было бы сложнее, конечно. Шнурки Монвернье определенно являются главным претендентом на самую красивую дорогу в мире.